Практически в 20 раз стоимость игроков сборной Франции превышает стоимость игроков сборной Грузии, молодежной сборной Грузии. Но, тем не менее, Грузия сейчас первая в таблице, и сегодня второй тур. Грузия против Франции. Французы, конечно же, очень хотят выиграть, как этот пес хочет меня укусить. Ну а вы смотрите влог до конца, мы из Желины, погнали! Друзья, вот такая вот у нас схема. Мне коллеги прислали билеты, и я надеюсь, что сегодня буду на другом месте. Вот вроде бы вот здесь. С центра посмотрим, но поглядим, как оно будет. Some words. I do a blog about Georgian national team. What do you expect from the game? No, Georgia. Maybe score, you know, I asked one Georgian lady last time, and she said the right score. What do you expect? 1-1 win Georgia. 1-0. Who's got the goal? Who will score? I think Lominadze, Odisharia, no. Sazonov. Sazonov. Thank you. Good luck. Здесь собираются грузинские болельщики, центр Желины. Все считали Польшу фаворитом, но мы выиграли. Самое главное единство, которое грузинских футболистов с болельщиками есть. И если мы будем вместе с футболистами, с болельщиком, будем болеть, ничего невозможного нету. Да, Франция это фаворит, но история футбола было много таких матчев, которые фавориты были, но было так, что они проигрывали. Как мы в прошлом году в европейском чемпионате, никто не ждал от нас игру, как сейчас. А расскажите, откуда вы приехали? Вы все Из Тбилиси. Из Тбилиси, да? Из Тбилиси мы приехали, где-то около 300-400 человек, болельщики футбола. Мы, когда наша команда играет, не имеет значения, в Европе играет, в Азии, мы друзья, вот уже ходим на футбол и вот болеем за нашу команду, потому что это единство грузинского народа. Футбол для грузинов не только футбол. Футбол для грузинов это ДНК у нас, грузинов, в крови. Это наша свобода, это наша победа. Сам вратарь очень хорошо играет, а нападающий Пернадзе очень хороший игрок, Виталий играет. А в защите вот, Саба Сазанов, Хадагян очень хороший. Ломинадзе, который первый гол забил. Второй гол, что забил, тоже очень хороший парень. Хорошие у нас молодые ребята, это будущего грузинского футбола. Честно, что-то не могу сказать, но, наверное, опять 2-1 будет. Или 2-2. Арчил. Из какого города вы приехали? Я Сулов, здесь недалеко курорт есть такой, 20 километров. Словакия, да? Словакия. А так я из Кутаиси. Давно здесь живете? 2 года, 3 месяца. И я верю, что они хорошо играют, хорошие ребята. И вот будут они играть хорошо. И сегодня тоже, сильная команда Франция, они будут стараться, что выиграть сегодня. Ну и можете ли кого-то выделить из футболистов? Может, самый перспективный или чья игра вам нравится? Все хорошие ребята. Я не могу сказать, что кто-то лучше, кто-то не лучше. Я хорошо знаю Малхаса Сатьяни, мы друзья. Серьезно? Да. Настолько, да? Мы из один города, и у нас один деревня. А Михаила Швейчина вы тоже знаете? Или? Да, не так, это Малхаза я хорошо знаю. Я когда Новый год был домой, мы с Таджей в Кутаиси случайно встретились. Да. Ну и рискнете прогноз дать, какой счет будет сегодня? Не знаю. 2-1, может быть, выиграет Грузия. Ну, знаете, это все хорошо, я здесь походил, и у меня пока один вопрос. А будет ли вообще сегодня кто-то болеть за сборную Франции? Вот я сомневаюсь, потому что ни одного французского флага, ни одного французского болельщика. И мы с вами прекрасно видели, как грузины болели на первой игре, и что будет сегодня, я совершенно не знаю. Ну, в общем-то, нас с вами это не должно волновать. Я надеюсь, что поддержка сборной Грузии, вот те болельщики, которые приехали, те, с которыми я пообщался, и не только, вот они сегодня будут тем 12-м игроком, тем 12-м звеном, которое поможет команде. Ну,
если не победить, ну, хотя бы сыграть ничью, что, в принципе, будет равно победе после победы в матче с Польшей. Давайте на это рассчитывать. Давайте посмотрим на местные развлечения, что здесь происходит. Не так просто, как видите. Амиран, you were right. Of course. You won. It was a lucky day. Yes, so yeah. But it was we must try another incredible because- game. Yes. What can you say about today? So first of all, it's important mentality of winner after Poland game. So I hope today it will be our day. I didn't accept that we will win because it's really achievable results. And after press conference in the yesterday, I saw very good things from French national team coach. So I think the chances are maybe 50-50. Can you share what said the French coach? They will think seriously about us. Of course, it's difficult, but also it's things that our opponent's coach thinks that we can really achieve something difficult. But we will see. I don't want to take much time. Just what, in your opinion, who is the main star of French team and like the main danger for Georgia? So I think main star of French national Yeah. team. They have Desiree Doué, Ryan Cherki, but they are not here right now. So I think they will not have main star, but they have really good team, and maybe from this kind of player we will see another big star than Doué or Cherki, Yeah. because it's France and because they have natural talent. And any prediction? Today it will be 1-0 for Georgia. Oh, great. Thank you. Thank you. Ну, вы слышите эту музыку, вот уже здесь танцпол уже грузинский. Будет ли футбольное поле сегодня грузинским? Вот это мы узнаем попозже. Чуть-чуть послушайте, потому что если будет больше, то меня забанят. YouTube. Слушайте, ну вот так уже Жилина становится грузинским городом, я бы сказал. По крайней мере, музыка здесь звучит именно грузинская, и это заключительный матч в этом городе. Но если, например, Грузия сегодня выиграет, то вполне она может сюда вернуться уже на матч 1/4 финала. Но об этом пока не загадываем, ждем игры. Слушайте, ну не дают мне уйти. Грузинский чарт какой-то здесь начался. И, ну, это потрясающе. Давайте чуть-чуть еще останемся. Грузинский вечер в Словакии. We are from Tbilisi, Georgia. We hope it will be a good match. And maybe Georgia wins. Score, no? But French is a good team, and Georgia will play with head, with full energy. And maybe Tell me one thing. Did you book like for the free games, or maybe you plan your trip for playoffs also? Not? Or you still thinking? after today, maybe we plan for playoff. Did you see the last game here? Of course. Slovakia? Yes, I was in match against Poland, and I will in Trenčín against Portugal, and maybe we go in playoff. But you didn't buy tickets back to Georgia, to Tbilisi, not yet. Not yet. Okay. Hope it will be more games of Georgia. Okay, thank you very much. Thank you. Да, друзья, очень здесь весело, очень много активности. По-прежнему я не вижу французов. Bonjour. No, sorry. You're from Georgia?
Not really. I'm from Kazakhstan. Really? Yeah, but I do a blog about Georgian football. Okay. Sorry, guys, speak English? No? A little. Some words like what is? Are you locals from Žilina or? No, we are from Martin. Ah, it's not far from here, yeah. No, not there. What can you say about this tournament? What is for Slovakia, for you personally? I think for Slovakia it's a really big tournament, and it's not really hard because it's under 21 competition, so not so many fans. For It's Slovakia. not boring for you to stay with this. Are you having fun? No? Oh, yeah, we are having fun. We are talking. Great. So- Спасибо одному из подписчиков, кто дал мне билеты. Я их не смог продать, признаюсь, пытался, но не получилось. Вот, друзья, какое там нафиг пиво. Пришел на футбол и мне дали гуляш. Кто не знает, это суп. Ну, кофе тоже взял. И вот такой вид. Ну, как говорится, во-первых, это красиво. Посмотрите, все очень живописный стадион. Не знаю, смогли ли вы это оценить еще на первой игре или нет. Но там вот позади горы, вот там горы, и вообще Žilina такой городок в горах, можно так сказать, уютный стадиончик 1011. Опять, конечно, он не будет заполнен, мы видим, вот грузинский сектор будет с той стороны, пока там людей особо нету, но они потянутся, я уверен, вы видели, как много болельщиков. Иракли Егоян и Гизо Мамагиишвили появились в стартовом составе сборной Грузии. Это два отличия от первой игры, где Георгий Абуашвили и Габриэль Сигуа играли на этих позициях. Какая будет расстановка, давайте смотреть, давайте не будем гадать. Но вот Софаскор предлагает 4-3-3 у Франции и 4-3-3 у Грузии. Вот. Мне крайне интересно, рискнет ли Ромас Сванадзе играть в такой атакующий футбол против команды Франции. Смотрел я обзор матча Франция-Португалия. И знаете, ну, конечно, защита у Франции мощная. Недаром лучший игрок матча стал Лукеба. Кастелло Лукеба, защитник, центральный защитник РБ Лейпциг, стал лучшим игроком того матча. И было у него одно впечатляющее спасение с линии ворот. И несколько атак он хороших начинал. В общем-то, ну, конечно, нельзя сказать, что это самые опасные футболисты со стороны французской сборной. Есть там и другие исполнители, но определенно глаз да глаз за ним будет нужен. Конечно, стоит сказать и про матч Сателя, игрока Тоттенхэма, который стал победителем Лиги Европы. Он играл в матчах Лиги Европы, но не играл в финале против Манчестер Юнайтед, вообще ни одной минуты. Но, тем не менее, давайте о нем скажем. И еще Жоан Лепинан, это такой полузащитник, у которого тоже был блестящий момент в матче против Португалии. Там он мяч очень красиво обработал, но пробить толком не смог. Как будто бы была доминация французской команды в матче с Португалией. И вот мы общались с коллегами из Грузии, кто был вчера на пресс-конференции французского тренера, и вот они говорят, что, в общем-то, французы Грузию воспринимают всерьез. Грузия все-таки лидер этой группы, и Франция понимает силу этой сборной и понимает, что сегодня нужно играть на победу. А если Франция выиграет, она станет лидером. Как минимум одним из лидеров, если Португалия, например, тоже сегодня выиграет. А Грузии, конечно, поражение ни в коем случае нельзя допускать, потому что 4 очка – это уже почти плей-офф, конечно, не гарантированы, но потом все будет в руках сборной Грузии в матче с Португалией, как бы португальцы сегодня не сыграли. Поэтому болеем за Грузию, верим в положительный результат и ждем начала матча. Пока еще даже разминка не началась, пока у нас всего лишь садится солнце. Я сегодня буду на другой трибуне. Повторюсь, спасибо подписчику, который поделился билетами. Пытался я как-то реализовать, писал, звонил, но желающих не было, поэтому вот я решил сам воспользоваться случаем и сесть все-таки на центральном секторе. Ну, для вас, я думаю, обзор здесь будет лучше, потому что вы помните, что в прошлом матче, когда были моменты у дальних ворот, приходилось очень сильно зумить. Ну а сегодня я буду по центру, и это значит, что все события матча будут крупняком для вас, поэтому, друзья, подписывайтесь, оставляйте комментарии, отправляйте донат, все по классике, все для вас. Ну а мы ждем начала игры. Вот видите, представители федерации здесь есть. Не знаю, будет ли Вилли Саньюль на этой трибуне, очень сомневаюсь, но тем не менее народу прибавляется. И, конечно, очень много представителей именно Грузии. В разгаре уже разминка вратарей. Лука Харатишвили один, ну, мне кажется, из героев прошлого матча. Не раз он там спасал, и если бы не спасал, кто знает, как бы та игра закончилась. Сегодня тоже очень много от него зависит.
последим за Нодаром Ломинадзе, который стал героем соцсетей, как мне кажется, после первой игры. Вроде бы все в порядке. В общем-то, все готовы к этой игре. Смотрите, видите, есть люди в майках Франции, но, как правило, это словаки. Вот я даже не буду сейчас уже пытаться к ним подходить, потому что не похожи они на французов, и мои прошлые попытки были безуспешны. Кстати, любопытно, обратите внимание, ну, примерно 38 минут до начала игры, и сборной Франции еще нет даже. Вот вратари, вот только-только они выходят. А Грузия уже вовсю разминается. Ну, посмотрим. Ну, а вот и подошли фанаты сборной Грузии наконец-то. Они сегодня будут главные герои. Они сегодня будут тут зажигать, поверьте. Да, друзья, немного давайте вам комментарий по разминке. Обратите внимание, вот очень интенсивная работа французов. Здесь много передач. Сейчас вот, ну, в принципе, это стандартное действие для защитников. Игра головой отрабатывает. Но я вижу, что очень много мелкого паса даже на разминке, потому что, знаете, вот эти вот удары частенько просто, знаете, передача и удар. А вот здесь вот посмотрите, сколько передач. И мне кажется, что стоит в игре такого ждать от сборной Франции. Вот такие вот треугольники, ромбы и прочее. Я думаю, что очень быстро будет мяч переходить от одного игрока к другому, с фланга на фланг. И, конечно, задача Грузии — это сохранять стройность обороны и мяч отбирать. Ну вот посмотрим, как будет на самом деле. Но вот мне кажется, по разминке уже многое понятно. Ну, даже здесь, видите, вот о чем я вам говорил. Вроде бы защитники разминаются, но то же самое. Для сравнения, давайте вот на Грузию посмотрим. Я не говорю, что что-то правильно, неправильно, но просто по-другому это происходит. По-другому. Вот обратите внимание, здесь вот передачи и удары. Ну, вот такие голы может забивать французы, почему бы и нет. Ну и посмотрите, насколько мощные французы, тоже физически. Я не скажу, что грузины прям слабые и ни к чему не готовы, но все равно оцените здесь подготовку. Все-таки футболисты Тоттенхэма и топ-5 чемпионатов. Такое тут развлечение для местной публики, пытаются раскачать аудиторию. Но у нас все готово к началу предматчевой церемонии. Такие здесь тренеры-аналитики собрались. Ну что, постепенно вечереет тут в Словакии. Команда заканчивает разминку. Знаете, что отмечу? Очень много мелких передач было в составе сборной Франции. Конечно, это разминка, и какие-то делать далеко идущие выводы может быть глупо и бессмысленно. Но мне кажется, что это ожидать от Франции контроль мяча, его быстрое перемещение с фланга на фланг, короткий пас и за счет индивидуальных качеств попытка как-то разорвать оборону сборной Грузии. Но насколько это получится у Франции, я скажу, что неизвестно. И я думаю, что если первый тайм Грузия выстоит, то дальше все возможно. Поэтому давайте смотреть, давайте верить в грузинскую команду. Я думаю, главное, без быстрых пропущенных мячей, все будет хорошо. Много грузинских флагов, и не только на нашей трибуне, и на фан-секторе. Грузия сегодня дома играет, реально ни одного французского флага. Слушайте, ну кто-то поет здесь гимн Франции, значит, такие есть французы. Вряд ли Словакия его наизусть знает.
Number 16, team against Грузинский сектор уже начал солировать еще до старта матча. Сейчас все, даже обратный отсчет тут на первом матче не было. Ну что, погнали? Ребята, без паники. Блестящий перевод на Адишаре на правом фланге. Но вот сейчас можно что-то создать. Первый момент. Ну что ж ты по своим-то бьешь? Вот, что-то сейчас может получиться. И угловой. Смотрим, чем закончится этот эпизод. На Гагнидзе покатили удар, но очень дальний удар. Давайте посмотрим, как встречают французов. Обратите внимание. Ага, даже и не получилось у них ничего. Решили не рисковать, но потеря. Но это может быть опасно, офсайда нету. Пойди сам, ну пойди, смелее же, можешь. О, браво! Харатишвили, браво! Хорошо, вместе отобрали. Опять головой. Харатишвили, браво! Фух. Ну что же, половина тайма позади. Я скажу, что Грузия играет в футбол. Грузия не играет на результат, не обороняется всей командой. Это радует. Стараются комбинировать, стараются находить какие-то варианты. Но французы мощнее, французы опытнее. Это чувствуется. Моменты есть, такие полумоменты, но нужно меньше ошибаться, что, конечно, на таких скоростях гораздо сложнее. Майсурадзе пару раз немного поплыл, но пока вроде бы обошлось, потому что вот одна атака едва не стала голевой со стороны сборной Франции. Игроки, ну вот здесь Адишари, ай-яй-яй. Ну, удар! Да, друзья, оно было офсайд, поэтому рано мы с вами радовались. Ой-ой-ой-ой-ой. Браво! Харатишвили, браво! Я думаю, не только грузины тут хлопают, а вообще весь стадион. Так, ну что, черт возьми, происходит? Пенальти? Ничего не понимаю. Что вообще было? Но мы видим, что сборная Грузии уже всеми мыслями в нападении и в том, как сравнять счет. Матиас Тель, игрок Тоттенхэма, отличился 1-0. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шанс. Перерыв 1-0 в пользу сборной Франции. Грузия не боится, у Грузии есть шансы. Мне понравилось движение и вообще-то креативность, что, знаете, когда французы как будто бы загоняли в угол сборную Грузии защитников или полузащитников. И Ломинадзе, и Гагнидзе, и Сазонов. В общем-то, все находили какие-то выходы и не боялись играть против этой сборной Франции. Лаша Адишари там в одиночестве пытался как-то что-то придумать на своем фланге. Как будто бы его поддерживали, но вот, знаете, не хватило вот какой-то уверенности в атаке, общей уверенности именно в контроле мяча, потому что, вы знаете, 2-3 передачи французы прессингуют максимально по всему полю, и тут же случается потеря. Ну да, все-таки большая часть игроков играет совсем не в топ-5, и это все сказывается, индивидуальные ошибки, у Майсурадзе они там были, и у Гагнидзе. Ну, в общем, что-то пока не хватает. Но я, знаете, обратил бы внимание на параллельный матч, где Португалия просто уничтожает Польшу. И мне кажется, что сборная Грузии все-таки большие молодцы, что вот сейчас держится.
Но нам не нужны достойные поражения, нам нужна как минимум ничья, может быть и победа. Поэтому верим до конца. Стадион, я думаю, загрузим. Пенальти я вообще не понял, за что был. Я не видел тупо. Он был какой-то странный. Ну и то, что Франция забила 11-й гол с пенальти, ну, такое себе. Шансы еще будут 100%, просто чуть-чуть поувереннее в контроле мяча, вот в этих переходных фазах. Ну и попробовать Францию заставить играть без мяча. Если это получится, то игра будет очень интересная, и Грузия 100% забьет. Стандарты пока тоже как-то слабенько, я ждал большего. Ну, мощная защита французов. Вот эти два столпа обороны, центральные защитники, ну и то их можно переиграть, можно. А ударов толком не было, таких прям опасных поворотом. Я тут подборочку небольшую сделаю. Вот посмотрите, в принципе, в Грузии были подходы. Но вот знаете, вот когда кто-то из футболистов оказывался в выгодной позиции, он не знал, что делать дальше. Потому что, ну, Гагнидзе, ну откуда он бил? Очень далеко. Одишари, откуда он бил? Тоже очень далеко. Но вот нужно что-то еще вот конструктивное. Я надеюсь, что Роман Иванович сейчас что-то придумает. Может быть, центр как-то усилить. Может быть, насытить центр. Может быть, насытить центр и больше мяч двигать и пытаться как-то заставить французов прессинговать. В общем-то, они это и так делали, но все-таки по владению французы доминируют. Ничего тут не скажешь. Ну вот Грузия появляется на поле. Верим, смотрим до конца. Друзья, лайк, подписка, комментарий. Пишите ваши впечатления от этой игры. Ждем начала второго тайма. Поехали. Так, ну теперь поближе к нам будет атаковать сборная Грузии. Это прекрасно. Может быть, надеюсь, что на эти ворота будет побольше атак во втором тайме. Ой-ой-ой-ой. Хорош, Каратишвили. Замены назрели. Вот 55-я минута. Идзо Мамагишвили уходит. Да, все верно. Сейчас Грузия прессингует. Давайте посмотрим, что из этого получится. Ай-яй-яй! Как хорошо было! Спокойно продолжать эту игру. Хорош, хорош, ой, хорош. Буашвили вообще прекрасен после выхода на замену. Топ. Было. Очень круто вошел в прошлый матч. И вот сейчас забил. Ну и в контр смелее. Давай, надо забивать. Что ж ты не двигаешь мяч-то? Ой-ой-ой, хорош, не завозился. Смелый перевод, хороший перевод. Обработал, слава богу. Давай. Но французы что-то им не особо распоряжаются. Хватагиани вообще красавец просто. Я думаю, он следующий просто кандидат на переход куда-то в топ-5. Мяч забрал даже. Красавец. Ой-ой-ой-ой-ой. Браво, Каратишвили! Ну так без вариантов. Друзья, ну вот наблюдаем очередную атаку сборной Франции. Что скажу сейчас по второму тайму. Пошли замены, 4 замены. Они оживили игру. Буашвили вообще красавец, отлично вписался. Одишари свое отработал, его уже убрали тоже с поля. Как будто бы Франция контролирует игру, как будто бы Грузия может эту игру перевернуть, но вот не хватает завершающего удара, который сейчас еще одна атака, может быть здесь что-то получится. Был один удар у Абуашвили, когда он только вышел на поле. Сигу еще появился, замен очень много, и Егор Дозиани. И я уверен, что моменты еще у Грузии будут. Но вот не хватает какого-то своего Кварацхелия или Давиташвили этой сборной. Я бы, наверное, так подытожил то, что видел на протяжении вот этих 70 минут. Но счет всего лишь 1-0. Португалия в то время громит Польшу с счетом 5-0. Поэтому Грузия все равно в порядке. И ключевые выводы сделаем уже после финального свистка. В первую очередь ему аплодисменты. Без него не было бы вообще ничего. Ах да, Грузия, ах да, Сакартвело.
Да, Абуашвили. Абуашвили красавец. Поле, а? Сегодня побольше. С такой игрой на третий матч 5 соберется и 6 тысяч. Все чисто, судья дает играть, и это может быть еще один момент. Абуашвили снова. Не, в Гвардузиане это был. Сигуа. Не мельчите, ребята, не мельчите только, не надо. Зара вообще хорош, как будто только на поле вышел, а он уже играет уже 80 с лишним минут. Вот все-таки Еврокубковый опыт. Ламинадзе завозился, ай-яй-яй-яй-яй. И вот еще момент. Вот это да, посмотрите на тренерскую трибуну. Тут все просто головы свои схватили. Так, что будет здесь? Что будет здесь? Абуашвили, ну! Гол! А, Грузия, что ты делаешь? Что ты делаешь, Грузия? Это Грузия, друзья, это Саакашвили! И это 2-1, 2-1! Нет сил, ну, сколько эмоций! Абуашвили, на тебе памятник надо ставить! Что ты делал с этой игрой? Ты просто перевернул! Да, гол 2-1! 2-1! Вот это да! Вы помните того парня в супермаркете? Он сказал, Саба Сазонов головой сегодня забьет. Да, я чуть немного жалею, что я не на вот той трибуне и не прыгаю сейчас вместе с этими ребятами. И обратите внимание, что Грузия опять забивает в эти ворота. Да, друзья, тяжело сдерживать эмоции. Я не знаю, что происходит, как вообще, как два мяча, но верили грузинские болельщики, верил я, в принципе, и когда уже и первый мяч забили, и это Франция, ее можно обыгрывать, что сейчас Грузия доказывает. Чуть-чуть осталось. Так, что направо? Через фланг Абуашвили, а вы уверены? Ну и что, удар? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Черт! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну тут тяжело было хорошо. Уже Француза радуется. Йохан Лепенан. Ничего, играем дальше. Все было так близко, тем обиднее. Но это Франция. Так, кстати, телевизор смотрит. Неужели там есть шанс, что гол отменят? Намекает, что надо рэп идти смотреть. Фух. Да! Ура! Ура, 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 ура! Мяч катится, но не закатывается. Хорош. Абуашвили, или не знаю уже кто там. Хорош, поддержал, спокойно. Ну подбор, друзья, встречаем. Силы собрались, но до конца надо бороться. Конечно, сейчас французские мальчики недовольны, но играем. Давай! Ну, покати! Почему ты не покатил? Еще одна атака французов. Уже стоя смотрят тренера наши грузинские. Рэп пока не свистит. Хорошо. Но здесь будет потеря. Но это потрясающий матч, друзья. Это потрясающий матч. Как бы он ни закончился. Ой-ой-ой. Ну не дать забить. Надеюсь, что это лишь такой тактический прием, вынос носилок, и все в порядке там с игроком грузинской команды. Да, покидает поле. Это может даже интереснее, чем сама игра. Хотя как может быть интереснее, чем сама игра? По-моему, атака вратаря была, нет? Из сил лежит, это, видимо, Саба Сазонов.
Ой, дай бог ему, конечно, здоровья. После такой травмы, такой матч, уже 100 минут. Опять ВАР проверяет гол. Смотрите. Не дал. Ну, браво, Грузии, я тоже аплодирую. Это было что-то невероятное. Друзья, ну тут все сейчас аплодируют сборной Грузии, и я тоже, вот у меня одна рука занята, иначе бы я тоже, конечно, поаплодировал. Что-то невероятное. Я вот в перерыве говорил о том, что Франция не выглядит намного сильнее. Они, конечно, прибавили после пропущенных мячей, и сравняли, и в итоге выиграли, и, несмотря на один отмененный гол, еще раз забили. Но, вы знаете, это все не имеет никакого значения. Вы помните начало этого видео? В 20 раз дороже состав сборной Франции. Это всего лишь цифры, да, но эти цифры — отражение опыта, который есть у каждой из команд. И вы понимаете, что у этой сборной Грузии этого опыта, ну реально, наверное, раз в 20 меньше, чем у футболистов сборной Франции. И я думаю, что вот этот матч, он как раз-таки этого опыта добавит. И эта сборная уже стала сильнее. Это главный вывод. Эти игроки, они будут играть и за взрослую сборную. Эти игроки определенно еще встретятся с игроками сборной Франции. И все в этой сборной впереди, поверьте мне. Я думаю, несмотря на счет, несмотря на результат, это главный вывод, который мы должны из этого сделать, из этой игры. И мы должны быть благодарны этой команде. И вообще вы спрашиваете, почему я болею за сборную Грузии? Ну вот поэтому, из-за таких матчей. Я не знаю, какие еще матчи могут вызывать такие эмоции. Это невероятно. Просто невероятно. Поэтому лайк, комментарий и ваши эмоции пишите под этим видео. Что вы чувствовали, когда эту игру смотрели, когда этот обзор смотрели? Что вы чувствовали? У меня сейчас будет опустошение. Но 3 дня будет зарядиться, с Португалией будет еще круче, я уверен. Благодарили болельщиков, куда без этого, ну и в раздевалку. Наверное, опустошение лютое после такой игры. Я надеюсь, что все в порядке со здоровьем Усаба Сазонова. Но Асаба Харатишвили, мне кажется, уже контракт себе в топ-5 обеспечил. Я думаю, что этим летом мы узнаем о его переходе в какой-то сильный европейский клуб. Это просто вопрос времени. Ну и болельщикам тоже спасибо. Ești zi, m-am la zi. Este ce place.